Фитнес-браслет с двухцветным дизайном ремешков, с ярким и контрастным дисплеем, имеющим на борту отслеживание уровня кислорода в крови, разумеется, основанное на красном и инфракрасном световых сенсорах. Защита от пыли и влаги, и плюс на борту отличная автономность. Разумеется, плавать в них можно. Также есть возможность получать цифровые отчеты автоматического отслеживания сна и его фазы. Часы показывают как глубокий, так и поверхностный сон. А также 13 спортивных режимов, которыми, правда, нас уже не удивить после сотни у Huawei и Mi Band всяких, и управление музыкой. А самое главное — легкое подключение и простое в использовании приложения. Хотя это относительно. Сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Сейл закончится, ждем следующий сейл. И сегодня я еще на стриме буду 30 числа разыгрывать 2 часов, и посмотрим еще на что мы набрали лайков. На часы точно набрали. А сегодня я расскажу вам о фитнес-браслете OnePlus Band, который я пытался купить еще с февраля этого года, как раз с момента его выхода. И вот он, наконец, у меня на руках. Напоминаю, что OnePlus официально в России не продается, и ценник, который хотят за него перекупы, просто космос. На Али он минимум в 2 раза дешевле, обычно даже в 2,5. Коробка хоть и пришла целая, но картон тонкий, и в целом от нее я ожидал большего. Оформление в красно-белых цветах, все как положено у компании OnePlus. Комплект состоит из фитнес-браслета, черного ремешка, зарядки без магнитов и в целом с очень коротким проводом. И последняя инструкция по использованию и гарантийный талон. Резкого неприятного запаха при распаковке не было, что хорошо. Очень похож браслет на хуавеевский Band, который крепился на кроссовке, только этот Band почему-то не крепится. Учитывая его структуру, могли бы придумать именно так. Летим дальше. Поставляется девайс в 3 разных цветах ремешков: черный, морской синий и мандариновый серый. Дизайн самый простой и не выделяющийся от остальных подобного рода устройств на рынке. Я бы даже сказал, он в каких-то местах проигрывает. Часы быстро и легко извлекаются из ремешка, что не очень хорошо, потому что со временем, мне кажется, они будут вылетать. Размеры ремешка составляют 257 мм на 21 на 0,7 мм. Качество материалов топорное, и на самом деле тактильно ощущается как очень дешевый. Опять же, Mi Band за 2000 по ощущениям лучше. Корпус самих часов хорошо собран, но материалы опять-таки топорные. Но в данном случае чуть лучше ремешка. На корпусе нет функциональных кнопок, возможно же управление исключительно через сенсорный экран. Размер девайса составляет 40 на 17 на 12 мм вместе с датчиками, а весит браслет вместе с ремешком 22 грамма. На руке трекер практически не ощущается, спать в нем комфортно, интерфейс внутри на английском языке, но это лучше, чем китайский. Экран на борту типа AMOLED на 1,1 дюйма с разрешением в 126 на 294 пикселей. Яркость пятиступенчатая, и в настройке ее можно выставить по процентам: 20, 40, 60, 80 и 100. Но быстрого доступа к изменению уровня яркости нет. И автояркость тоже не завезли. Яркости у дисплея хватает. Единственное, из-за чего придется вглядываться, чтобы прочитать оповещение, это размер браслета, так как он очень миниатюрный. Из датчиков на борту имеется датчик насыщения кислородом, 3-осевой гироскоп и оптический датчик CSS. Вибромоторчик неплохой, но меня лично разбудить не смог, хоть из 3 уровней мощности вибро я выбрал самый высокий. Меню внутри небольшое, а именно имеется активность, тренировки, пульс, измерение кислорода в крови, сон, дыхание, погода, инструменты, настройки и оповещения. В инструментах находится управление музыкой, секундомер, таймер, будильник, управление камерой и найти телефон. Браслет не многозадачный, включая тот же секундомер, у вас нет возможности перейти в другое приложение. Дальше, в настройках также немного возможностей: режим не беспокоить, яркость, время отображения, вибрация, сброс настроек, сообщить об ошибке, перезагрузка, информация. Режимов тренировок здесь 13, как я уже сказал, и среди них есть водные, что радует, так как браслет имеет защиту от влаги и пыли от 5 атмосфер до IP68. После моих испытаний с водой, к счастью, функционал не пострадал, и в целом ничего не изменилось, так как ни микрофонов, ни динамиков здесь нет, поэтому в воде вроде некуда пробраться, чтобы что-то испортилось. С главного экрана по свайпам очень простое управление: свайпы вниз и вверх меню, в стороны смена заставки циферблата часов. По короткому нажатию на главный экран появляется быстрая панель с информацией о заряде батареи и подключении к устройствам. Свое фото на заставку поставить можно, на выбор циферблатов немного. Bluetooth версия 5.0, но будучи подключенным к смартфону, браслет явно отваливается и приходится вновь подключать его. Не всегда получается сделать это с первого раза, хотя по идее за больше чем полгода они прошивку могли допилить. В настройках вкладки Bluetooth нет, поэтому наушники подключить невозможно, но можно переключать треки и регулировать громкость. Управление о звонках приходят моментально, но можно их только сбросить. В целом все уведомления приходят в момент, но иконки приложений и эмоджи не отображаются. Переходя во вкладку уведомлений, чтобы посмотреть, отображается ли полный большой текст сообщений, трекер зависает и перезагружается, лично у меня. Может быть, у меня какой-то брак. Изображения в уведомлениях не отображаются, только короткое уведомление фотография. На сообщение ответить возможности, разумеется, нет, только
только удалить, коротких автоответов тоже нет. Летим дальше. Емкость аккумулятора составляет 100 мАч. За 30-минутную тренировку в виде бега улетает 10% заряда. За ночь улетает 2% с учетом того, что браслет отваливался от телефона. С одной часовой тренировкой в день и средним использованием в сутки браслета хватит больше, чем на 2,5 дня, возможно, даже на неделю кому-то. Заряжается от 0 до сотки за 1 час, пульс у воздуха измеряет, а вот кислород в крови стал умерить отказался, что хорошо. Но на руке пульс измеряет по моим ощущениям и моим наблюдениям точно. Измерение пульса и СПО2 в обычном режиме запускается вручную. Для записи маршрута тренировок браслет использует GPS смартфона, своего встроенного у него нет. Сон подсчитывает не самым точным образом по ощущениям, но все же что-то приближенное, хоть и не всегда записывает пробуждение ночью. Для мониторинга показателей здоровья и настройки браслетов есть удобное приложение полностью на русском языке OnePlus Health. Доступно оно только на Android-системах. В приложении имеется 3 вкладки после подключения устройства. Первая — здоровье, где расположены все отчеты мониторинга ваших данных. Вторая вкладка фитнес, в которой есть карты и кнопки настройки и запуска тренировок. Она также делится на бег и ходьбу. И последнее — это управлять. В этой вкладке есть информация о подключенных устройствах и состоянии их заряда батареи. Ниже можно найти вкладку с темами экранов часов, настройки уведомлений, активации уведомлений о подъеме, о том, что необходимо сделать зарядку, защиты приложений, советы и настройка устройства, в котором помимо стандартных настроек ничего особенного нет, не считая автоматической приостановки занятий и упражнений, которая работает так себе, когда вы находитесь в покое. Через приложение можно обновлять прошивку, но мне на данный момент пока ничего не прилетало, что довольно странно, учитывая, что я его подключил из коробки. Может быть, это какая-нибудь новая ревизия с новой уже прошивкой. Из минусов лично у меня они постоянно отваливаются от телефона, несмотря на то, что у меня OnePlus 9 Pro, вроде бы родненький для них. Не отображаются иконки приложений, хотя прошло уже очень много времени, и можно было бы что-то допилить. Смайликов и фото тоже нет возможности ответить на сообщения хотя бы быстрыми ответами. Даже одноименные бенды завезли от Xiaomi эту функцию, не говоря Huawei первопроходцев. Измеряет пульс воздуху, зарядка не магнитная, трекер приходится защелкивать в нее, и постепенно вы раздракониваете этот бедный ремешок, который тоже не идеального качества. Цена по ссылке в описании к видео, не буду ее декламировать, потому что, учитывая, что бенды стоят примерно так же, не особо вижу смысл в этом девайсе, но об этом резюмирую. По верхней ссылке в описании можете посмотреть мой телеграм-канал со скидками. Из жирного в последнюю распродажу были промокоды 1000 от 2, 2000 от 5 и 1000 от 3, которую под конец выгрузили в Черную пятницу. 11.11 были промокоды веселее, 3 от 8 и 2 от 5. Резюмирую, у данного трекера стандартный внешний вид, небольшой функционал, и во многом он уступает подобным браслетам данного ценового сегмента, не говоря уже о цене его в России. Вряд ли кто-то станет закрывать глаза на то, что первый фитнес-браслет от компании OnePlus такой плохой. Возможно, с прошивками что-то допилят, что-то поправят, но на момент выхода ролика дела обстоят именно так, именно с моим девайсом. Кстати, я сломался, купил OnePlus 9 RT китайской версии, почему-то там еще и указано, что гуглов нет, никому не советую, глобалка выйдет, и глобалку куплю и расскажу. Этому девайсу от меня скромное нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!